Переговоры Украины и России продолжатся в среду. Зеленский ждет конструктив. Россияне ударили по роддому в Запорожье. Борис Писториус считает, что Москва не стремится к миру, а в НАТО кризис, как после 20 лет брака. И дал очень веселый совет, как не отчаиваться, когда старый мир рушится. Медведев дал большое грустное интервью и даже без мата и угроз ядерной бомбой. Он не понимает, почему Европа вводит санкции и делает двусмысленные комплименты Трампу. Трамп готовит удар по Ирану, ведет переговоры о Гренландии и собирается и дальше блокировать Кубу. Папа Римский просит пощадить кубинцев. «Новые файлы Эпштейна мне только на пользу», заявил Трамп и пообещал отсудить наследство скандального миллионера. А британская пресса собрала доказательства, что Эпштейн плотно работал на КГБ и ФСБ, а возможно и на Моссад. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоится в Абу-Даби 4 и 5 февраля, сообщил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский. Наша переговорная команда только что представила доклад. Даты следующих трехсторонних встреч определены 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к содержательному обсуждению, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному завершению войны. Спасибо всем, кто помогает. Россияне 1 февраля нанесли удар по медицинскому учреждению в Запорожье. Под обстрел попало гинекологическое отделение больницы. Во время атаки персонал и пациентки находились в укрытии. Речь идет о 15 сотрудниках и 16 женщинах, среди которых 3 рожениц с младенцами. Травмы получили 6 человек. Врачи, медсестра и пациент частной стоматологической клиники, расположенной в этом же корпусе. Всех их с повреждениями средней степени тяжести госпитализировали. В результате попадания были выбиты окна, поврежден фасад, возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Пациенток перевели в другие отделения больницы. Кроме больницы, от российской атаки пострадал и частный жилой дом поблизости. Прилетел этот шахет, летел. Час назад там попала в 3-й роддом, все, вот буквально полчаса назад попала в наш дом. Не в наш сусідній дом, везде повлітали, все. Вони ждали, вони вижидали цей момент, і от вони сьогодні просто людей істрібляють. Як це? Ми енергетику не б'ємо, значить, а людей ми можемо уничтожати. Як це? Я не розумію. В чому ми люди винуваті? Чи вірите ви в теоретично можливе перемир'я у найближчі часи? Ні. Я не вірю. Лічно я не вірю. Ніяке перемир'я. Вони поки нас не істрібляють, нічого не буде. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью медиагруппе РНД заявил, что не видит признаков того, что Россия серьезно стремится к миру. По его словам, несмотря на новый импульс дипломатических усилий со стороны США, действия Москвы, включая недавние атаки на Украину во время переговоров в Абу-Даби, противоречат мирным инициативам. Писториус подчеркнул, что удары затрагивали гражданское население и инфраструктуру, создавая угрозу для мирных жителей зимой при температурах около минус 20 градусов. Министр отметил, что Москва пока не демонстрирует готовности к компромиссу. А текущую ситуацию в НАТО Писториус сравнил с кризисом после 20 лет брака. Длительные отношения могут столкнуться с кризисом доверия и отчуждения, а выход из него возможен либо через бегство, либо через борьбу за сохранение отношений. По словам Писториуса, несмотря на такие трудности, он по-прежнему видит единство НАТО и уверенность в том, что США останутся в альянсе. Министр добавил, что любой раскол в обсуждениях внутри НАТО выгоден только России. В другом своем выступлении накануне Писториус призвал сохранять оптимизм тех, кто недоволен повышением расходов на оборону. И сейчас я цитирую не Вилли Бранта, не Курта Шумахера и не Курта Шмидта, а Мартина Лютера. «Грустной задницей радостно не пукнешь». Нам не поможет, если мы будем постоянно бегать и сетовать на то, как ужасно обстоят дела с врагами демократии. Нет, от нас зависит, с какой страстью мы будем отстаивать эту демократию. Дмитрий Медведев, бывший президент России, а ныне заместитель Путина в Госсовете, тоже не излучал радость во время интервью, которое дал в том числе иностранной прессе. Медведев сказал, что так и не понял, почему Европейский Союз ввел против России жесткие санкции и запретил поставки энергоносителей. Ведь так хорошо торговали. А вот Европа меня удивила сильно. Потому что Европа собственными действиями подрывает основы своего существования. Это просто поразительно. Европе может не нравиться российская политическая система, руководители России. Это их право. Но, значит, когда они для того, чтобы добиться каких-то личных, по сути, или узких
политических целей разрушают фундамент собственного экономического благополучия для того, чтобы наказать Россию, это поразительно. Ну, мы же знаем, что произошло и с энергетикой, и с поставкой целого ряда иных сырьевых и прочих товаров, сельхозтоваров с Европой. Цены растут, инфляция растет, проблем очень много. И все ради того, чтобы насолить России, а с другой стороны показать некую солидарность с Украиной. Ничего не добились, ситуация только ухудшается, поэтому, по идее, нужно бы прийти в себя, как некоторые страны, по сути, и сделали, которые изначально считали, что вредить себе, не России, а себе нет смысла. Но нет, этот курс продолжается. Вообще у меня такое ощущение, что власть в Европе захватила банда полоумных, которая стоит во главе Европейского Союза. Орбан сказал, что 75% населения Европейского Союза против. Это социологический опрос, абсолютно открытый, абсолютно, так сказать, репрезентативный, достоверный, против того, чтобы быстро принять, например, в Евросоюз Украину. Но нет. Руководство Евросоюза это для него никакого значения не имеет. Они гнут свою линию. Линию, которая заключается в нанесении стратегического поражения России из-за возникшего конфликта, но и удовлетворении собственных политических амбиций. Я думаю, что рано или поздно это все очень печально закончится. Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовить варианты быстрых и ограниченных ударов по Ирану, которые по замыслу Белого дома не должны привести к затяжному военному конфликту на Ближнем Востоке. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, в Вашингтоне рассматривают сценарии, которые могли бы оказать максимальное давление на иранское руководство и подтолкнуть его к уступкам по ядерной программе, а также к освобождению политических заключенных. Среди обсуждаемых вариантов серия жестких ударов по объектам, связанным с иранским режимом и корпусом стражей исламской революции. Более сдержанные сценарии предполагают атаки по символическим целям с возможностью дальнейшей эскалации в случае отказа Тегерана от переговоров на условиях США. При этом источники отмечают, что сценарий устранения верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаминеи, считается крайне сложным. Иранское руководство находится под усиленной охраной, а географическое расположение Тегерана усложняет проведение подобных операций. Кроме того, в администрации США указывают, что даже смена верховного лидера не гарантирует изменения политического курса страны. По оценкам отдельных чиновников, власть в таком случае может перейти к представителю высшего руководства КСИР, что способно сохранить или усилить жесткую линию Тегерана. Тем временем лидер исламистского режима аятолла Али Хаминеи в очередной раз выступил с угрозами в адрес США и попытался убедить сторонников, что американские удары Ирану не страшны. Смерть Америки, смерть Англии, смерть неверным лицемерам. Когда вы слышите, как они говорят о войне, заявляют что-то вроде «мы прилетим на таком-то самолете или на другом и сделаем то или это». В этом нет ничего нового. Американцы и раньше неоднократно нам угрожали, говорили, что все варианты на столе, включая вариант войны. Они всегда так говорили. Точно так же и этот человек, Дональд Трамп, постоянно утверждает, что они привели военные корабли. Но иранский народ не будет запуган подобными вещами. Иранский народ не поддастся этим угрозам. Они не боятся честного противостояния. Мы не являемся инициаторами и не хотим нападать ни на одну страну, но иранский народ нанесет мощный удар любому, кто нападет на него или будет его притеснять. Аллах велик, Хаминеи – верховный лидер. Смерть тем, кто против верховного лидера. Смерть Америки, смерть Англии, смерть неверным лицемерам. Также американцы должны знать, если они начнут войну, на этот раз это будет региональная война. Президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров между Америкой и Данией по вопросу Гренландии. По его словам, стороны близки к соглашению и практически согласовали все детали. Есть ли у вас какие-то обновления по поводу того, что происходит с переговорами по Гренландии? Есть ли у вас контакты с президентом Макроном, Стармером, всеми этими европейскими лидерами? Вы говорите о нашей Гренландии? Да. По Гренландии. Да, мы начали переговоры, и, думаю, там уже практически все согласовано. Я имею в виду, они хотят, чтобы мы это сделали. Думаю, это будет хорошая сделка для всех. Очень важная сделка. На самом деле, с точки зрения национальной безопасности, очень-очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку. Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают поработать над сделкой с Кубой. Такое заявление он сделал,
комментируя ситуацию с энергетическими поставками на остров. Речь идет о призыве к переговорам между Вашингтоном и Гаваной, который прозвучал после угрозы введения тарифов в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Ваш ответ на предупреждение Клаудии Шейнбаум о том, что эмбарго или запрет на поставки нефти может вызвать там гуманитарный кризис. Ну, это не обязательно должно быть гуманитарным кризисом. Я думаю, они скорее всего пришли бы к нам и захотели бы заключить сделку, чтобы Куба снова стала свободной. Они придут к нам и заключат сделку. Но у Кубы на самом деле есть большая проблема. Я знаю очень много людей с Кубы. У нас сейчас в Соединенных Штатах много людей, которые очень хотели бы вернуться на Кубу, и мы хотели бы это урегулировать. Чего вы хотите от Кубы? То есть, что должно произойти, чтобы заключить такую сделку? Я думаю, мы собираемся заключить сделку с Кубой. Думаю, мы будем добры. У нас есть ситуация, которая для Кубы очень плохая. У них нет денег, у них нет нефти. Они жили за счет венесуэльских денег и нефти. Мы начинаем говорить с Кубой, да? Мы начали. Им нужна помощь на гуманитарной основе, и мы начинаем говорить с Кубой. Я не думаю, что многие люди, которые живут в нашей стране, с ними Куба очень плохо поступила. И мы хотим, чтобы с ними обращались. Они все голосовали за меня. И мы хотим, чтобы с ними хорошо обращались. Мы хотели бы, чтобы у них была возможность вернуться домой, в свою страну. Они не видели свою семью, свою страну многие десятилетия. Так что мы над этим поработаем. Я смогу это уладить. Да? В 2025 году Венесуэла была крупнейшим поставщиком нефти на Кубу, обеспечивая около трети ежедневной потребности страны. После блокировки поставок со стороны Венесуэлы поставки резко сократились. Reuters также сообщал, что Мексика, ставшая основным поставщиком после прекращения венесуэльских поставок, рассматривает возможность прекращения экспорта нефти на Кубу из-за опасений возможных санкций со стороны США. Официальных заявлений со стороны Кубы о содержании этих переговоров на данный момент не поступало. Папа Римский Лев XIV призвал Соединенные Штаты и Кубу к искреннему и эффективному диалогу, чтобы избежать насилия и дальнейших страданий кубинского народа. Дорогие братья и сестры, я получил крайне тревожные новости о росте напряженности между Кубой и Соединенными Штатами Америки, двумя соседними странами. Я поддерживаю послание кубинских епископов. Призываю все ответственные стороны способствовать искреннему и эффективному диалогу, чтобы избежать насилия и дальнейших страданий дорогого кубинского народа. Дональд Трамп заявил, что Индия будет закупать венесуэльскую нефть вместо поставок из Ирана. Сэр, как вы думаете, Китай вернет свои деньги из всех тех денег, которые они дали Венесуэле за нефть? Я не знаю. Я не знаю, что кто-то думает об этом. Но я скажу вам вот что. Китай может прийти и заключить отличную сделку по нефти. Знаете, мы приветствуем Китай. Мы уже заключили сделку. Индия приходит, и они будут покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана. Так что мы уже сделали эту сделку, концепцию сделки. Но Китай может купить нефть. По информации источников агентства Reuters, США ранее сообщили индийской стороне о возможности возобновления поставок венесуэльской нефти для замены импорта российской нефти. Трамп отметил, что аналогичные переговоры могут проводиться и с Китаем, который также потенциально сможет заключить сделку на покупку венесуэльской нефти. Детали объема поставок и сроков реализации соглашений пока не раскрываются. Официальных комментариев со стороны Индии и Венесуэлы не поступало. Сенсационное исследование британского таблоида Daily Mail. Эта желтая газета известна жесткими методами получения и обработки и проверки информации и крайне редкими ошибками в выводах. Журналисты издания уже в самом начале изучения недавно опубликованных документов по делу Джеффри Эпштейна вновь обратили внимание на его возможные связи с иностранными спецслужбами. По оценкам источников газеты, Эпштейн мог быть задействован в масштабной схеме компрометации влиятельных лиц, так называемой Honey Trap операции, сети медовых ловушек. Она предполагала возможное участие российских и, по отдельным версиям, израильских структур. В более чем 3 миллионах документов, опубликованных в рамках новых утечек, более 1000 раз упоминается Владимир Путин и почти 10 тысяч раз Москва. Часть переписки указывает на то, что после осуждения Эпштейна в 2008 году он продолжал поддерживать международные контакты. В том числе обсуждал возможные встречи в России. Источники утверждают, что американские спецслужбы в течение многих лет отслеживали его связи с российскими кругами. При этом, как говорится в публикациях, британские структуры действовали осторожнее. Из-за контактов Эпштейна с представителями британской королевской семьи все упомянутые в документах публичные фигуры отрицают какую-либо причастность к противоправной деятельности.
Отдельные материалы содержат утверждения о возможных посреднических предложениях Эпштейна, включая знакомство с гражданками России для влиятельных персон. Также упоминаются электронные письма, в которых обсуждаются потенциальные встречи с Владимиром Путиным в 2011 и 2014 годах. Нет подтверждений, что такие встречи действительно состоялись. Часть переписки, датированная 2018 годом, касается консультаций перед саммитом США и России в Хельсинки. В письмах Эпштейн заявляет, что может передать российской стороне свое видение позиции Дональда Трампа. Отдельный интерес у следователей вызвали связи Эпштейна с медиамагнатом Робертом Максвеллом. По данным источников, Максвелл с 1970-х годов мог сотрудничать с советскими структурами и израильской разведкой. Утверждается, что Эпштейн мог быть вовлечен в финансовые схемы, связанные с этим окружением. Эти версии также не подтверждены судебно. ФБР, согласно утечкам, рассматривала и версию возможной связи Эпштейна с израильской разведкой Моссад. В документах упоминаются его контакты с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком и фигурами, связанными с пророссийскими молодежными движениями. Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно обнародованные файлы Министерства юстиции, связанные с Эпштейном, полностью снимают с него какие-либо обвинения. Трамп добавил, что рассматривает возможность судебного иска против писателя Майкла Вулфа и наследников Эпштейна. Напомним, Вулф ранее говорил, что в 2017 году общался с Эпштейном по поводу его отношений с Трампом. Президент отверг ряд утверждений о себе, которые покойный опальный финансист сделал в ходе этих разговоров. Что вы думаете о последней публикации файлов Эпштейна, и считаете ли вы, что ваши критики будут удовлетворены? Ну, они должны быть удовлетворены, потому что это выглядело так, будто этот человек, Вулф, который является писателем, вступил в сговор с Эпштейном, чтобы навредить мне. Я сам этого не видел, но мне сказали очень важные люди, что это не просто меня оправдывает. Это прямо противоположно тому, на что надеялись люди. Знаете, радикальные левые, что Вулф, который является писателем третьего сорта, вступил в сговор с Джеффри Эпштейном, чтобы навредить мне, политически или иначе, и это стало совершенно ясно. Так что мы, вероятно, подадим в суд на Вулфа по этому поводу. И, возможно, на наследство Эпштейна, полагаю, не знаю, но мы определенно собираемся подать на него в суд. Вы собираетесь подать в суд на наследство Эпштейна? Полагаю, да, потому что он вступил в сговор с Вулфом, чтобы навредить мне политически. Это не друг. Давний заочный собеседник Дональда Трампа по социальным сетям, бывший президент России Дмитрий Медведев, рассыпался в комплиментах американскому лидеру. На этот раз, действительно, без мата и угроз ядерной бомбой. Трамп – президент Соединенных Штатов Америки. И он, прежде всего, выбран американским народом. И мы к этому выбору относимся с уважением. Более того, Трамп победил, прямо скажем, в непростой борьбе. Это нужно иметь силу воли и мужество, чтобы сопротивляться системе. Но он фигура сложная, противоречивая. Он, напомню, что все-таки на момент начала своей государственной карьеры вообще не имел государственного опыта. Это такая беспрецедентная история. Тем не менее, он со многими процессами внутренними справился, хотя считается, что американский Deep State все-таки его не принимает. Он человек, который внедряет совершенно новые способы управления. Вот обратите внимание, это первый президент Соединенных Штатов, который управляет через социальные сети. Через Truth и через, X, может быть, там не знаю, чем он пользуется. Значит, то есть практически каждый его пост — это, по сути, управленческий сигнал. Можно там иронизировать, говорить, что вот что-то там не продумано или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Там пару лодок хотел отправить куда-то, там мы так и не нашли. Но тем не менее, я сейчас о другом. Я сейчас о том, что, по сути, это символ управленческой культуры 21 века, третьего десятилетия, когда глава крупнейшего государства, крупнейшей экономики, ядерного государства, тем не менее, используют для административных указаний социальные сети. Трамп плоть от плоти американской системы. Он президент Соединенных Штатов. Он человек эмоциональный, но, с другой стороны, вот тот самый хаос, о котором принято говорить, который создает его деятельность, это не совсем так. Очевидно, что за этим скрывается вполне осознанная и довольно грамотная подчас линия. Как бывший бизнесмен, а бывших бизнесменов
не бывает, как и некоторых бывших других работников, да. Так вот, как бывший бизнесмен, он всегда действует нахрапом, типа, я вас запугаю, а потом, естественно, отойду, а вы согласитесь на половину моих условий. И это довольно эффективно и в отношениях, кстати, той же Британии, и в отношении с другими европейскими странами, и массой других стран. Его способ управления оригинален, но в чем-то он эффективен, это очевидно. Что касается нас, мы готовы работать с любым избранным президентом, но просто предыдущий человек, он и сам-то, похоже, не особо работал и не желал этого, но и всяческих контактов сторонился. Трамп, это очевидно абсолютно, он хочет остаться в истории миротворцем. Это правда. И он старается. Где-то у него получается, где-то нет. Он все-таки реально старается это делать. И поэтому контакты с американцами стали гораздо более продуктивными.